Всем привет, у нас второй день сезона, а это значит, что сегодня мы наконец-то уже на результат отбиваем воронку времени. В этом ролике мы разберем два аккаунта с разными абсолютно ситуациями, потому что кому-то упали нужные герои, кому-то не упали, у всех разные составы. Плюс так как у нас еще не открылись данжи с вампиром, с жабой, поэтому не у всех есть сеты кукольника. На моем аккаунте один сет получилось выбить, на другом аккаунте сета нету. Плюс там нету тех героев, которые вообще нужны тут, поэтому как раз покажу, как выкручиваться из таких ситуаций. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. У меня здесь есть и Маштур, и вот эта вот русалка, она же медуза, там как хотите ее называйте. Вторая команда у меня идет команда яда. Но эта команда у меня без кукольника, тут я решил использовать Лину. На втором аккаунте покажу, как в принципе избежать проблемы, если нету ни кукольника, ни Лины. Потому что на этой змее нам прям очень важно входить в цикл, так как нужно по-любому наносить урон по яйцам. Иначе мы будем получать дебафы, которые нам вообще здесь не нужны. Начнем с команды неустрашимости, сейчас сразу покажу тайминги. Здесь у меня, получается, у них стоит сет кукольника. Поставил я его на Маштура и, в принципе, цикл уже поставил такой, который будет на протяжении всего сезона и идти. Именно вот эти тайминги я буду использовать. Тут у нас, получается, Маштур уже бьет непосредственно после кульвиды, чтобы накинуть как можно больше бафов, потому что он должен ультовать именно в дебафы. Иначе мы не будем получать нужное количество усилений. Ну и Сельва у нас стоит так, чтобы как раз снимать штраф к атаке и при этом продлять наши ослабления. То есть Ульвида будет вешать разлом брони, и она его будет также продлять. Поэтому урон тут хороший в принципе. Ну и выживаемость тоже. Так, давайте сразу покажу, сколько по каждой команде у меня получилось нанести. Так, а посмотреть уже нельзя. Ладно, это быстрым боем мы ударим, если что. Немного больше даже набил, чем было. Ну, соответственно, улучшил результат. Но у меня умер Маштур под конец. В прошлый раз у меня такого не было. Ну, ничего страшного. Главное, что урона больше. Получается, весь шмот нормальный я делал на неустрахов. И, соответственно, тут у меня команда до конца не живет, так как Лина одна тут не справляется. Но без нее вообще никак, потому что у меня нету сета кукольника в этой команде. И пришлось использовать ее. Поэтому неустрашимость наносит такой урон. Ну и почти 400 наносит команда яда. Ну и вернемся к таймингам. Как я уже сказал, Маштур бьет после кульвиды. Дальше уже у нас стандартный цикл, Настя, и за ней уже, соответственно, Гуинавир. Медуза все это дело продляет, ну и так вот мы живем. Что у нас с ядом? То есть нам обязательно нужно попадать именно в цикл. Поэтому, если у вас Лины нету, но есть кукольник, то по-любому ставим кукольник именно в эту команду. Иначе будет просто хана. Стартуем мы на 11,5. Это как раз момент, когда у нас вылазят яйца. То есть у Серпентемис старт, конечно, есть возможность давать на 10, но нам это не нужно. Нам нужно именно на 11,5. Если мы не набьем урон на яйцах, то мы будем получать дебафы. Поэтому, соответственно, идет Серпентемис, следом Сакридея, далее уже Twitch и Лавкач. Кстати, я еще их не тестил, так как команда пока что все равно до конца не живет, очень много рандома. Вот, возможно, потом поменяем. Сейчас пока что все предварительно. Может быть, там Твичу либо Лавкачу буду менять тайминги. Это уже будет завтра, когда я смогу полноценно собрать команду нормально, собрать сеты. Также по артефакту рейты разберемся. Там тоже нюансы свои есть. Потому что артефакт не всегда работает. Его нужно заставить работать. Вот это тоже все разберем. Ну и быстренько пробежимся по снаряжению, потому что сильно зацикливаться смысла нету, так как его в принципе у нас сейчас как такового и нету. Каждый отдел то, что получилось выбить. Если вкратце, то ну как-то вот так вот у меня Сельва одета. Тут я и поставил вот этот артефакт. Я играю в этой команде без донатного. Я отдал донатный артефакт в команду яда. Это временная мера, потому что там бедолага просто справляется одна. Вот поэтому там он будет понужнее. Более-менее как-то получилось надеть нормальные вещи на Гуинавир. Как-то так вот они у меня были. Главное таланты вкачать, короче. Вот также Настенка. Гуинавир, конечно же, кульвида в разломе. Ну и Маштур, ему я дал кукольник.
Просто потому что, ну, тут как раз характеристики хорошие, бронька на УЗ упала, поэтому, конечно же, здесь именно он у меня будет в кукольнике. Ну и перейдем к команде яда. Пока что с такой расстановкой у меня получается лучше. Может быть, она со временем поменяется, это уже в дальнейшем посмотрим. Такая вот у меня Лина, блин. Кстати, артефакт надо не ей давать, наверное, этот. Хотя, в принципе, а больше и некому поставить-то. А у меня одеты вот так, поэтому пришлось вообще вот так вот ставить. Хотя бы ей это немножко выживаемости дает. Наверное, потом с маштуром поменяю местами. Сюда, возможно, рога лучше зайдут. Да, это все на скорую руку сделано. Сюда лучше поставить все-таки рога оленя, а маштуру уже тогда поставить донатный артефакт, потому что это усилит подхил нам. Да, скорее всего, так будет лучше. Что попало, я сделал на скорую руку, но ничего страшного. Вот такая вот серпентемис. Верха получилось собрать. Ну, более-менее как-то. 179 просвета, конечно, с 5-м пробуждением это мало. Броня на точность вообще стоит, другой нету. Сакридея с ракушкой, она очень хорошо здесь с ракушкой вешает разлом. Твич со своим артефактом вот этим легендарным. Ну, это, конечно, не его артефакт, просто это, наверное, единственный персонаж, на которого я видел, чтобы он нормально заходил. Лину уже показывал, сюда ставим рога. Ну и вот такой вот у меня лавкач. Тоже бомжик такой, чего на него нету. С этим аккаунтом, думаю, все. Погнали на следующий. Тут урона, конечно, поменьше. Сейчас я покажу состав, какой здесь. Но, в принципе, сервер, сами видите, это сервер 2. Celestials. Ребята, здорово. Вот таким составом я бил. Сейчас все объясню, почему. И, в принципе, как вообще до такого докатились. Кукольника нет ни одного. Русалки тоже нету. Поэтому как-то вот так. Ну, в принципе, в топ-9 держимся. Для первого дня еще пойдет. Учитывая ситуацию, которая вообще здесь произошла, просто, ну, не повезло и не упал вообще ни один комплект сета кукольника, поэтому выкручивались как могли. Ну, давайте перейдем уже к командам. Итак, есть маштур, но нет русалки и нет кукольника, то есть чиститься нам здесь по-любому придется, поэтому пришлось вообще ставить Ацилию. Связь стихий у нас все равно пока не работает, работает связь 3 стихий, которая здесь распространяется как раз на команду молний. Просто благодаря тому, что есть у Ацилии 3-е пробуждение и, соответственно, есть ускорение, просто посоха здесь не хватит вообще никогда. В принципе, даже, как видите, КД у нас 18.1, соответственно, я предусмотрел тот факт, что она будет чуть-чуть съезжать. Поэтому одел как-то так. И давайте сразу тайминги покажу, как я использовал это с учетом того, что она потихоньку будет съезжать. Если я, допустим, русалку ставил на 24,5, но опять-таки она просто счищает, то Ацилию немножко сдвинул назад, так как съезжать она будет вперед. И Ацилия, она у нас не просто чистит, она еще и кидает невосприимчивость. Поэтому ничего страшного, дебафы мы ловить не будем. Все тут нормально, не переживаем. Так как нет кукольника, ставить здесь какой-то цикл вообще бесполезно, потому что мы будем постоянно съезжать. Также маштур будет дебафы кидать, допустим, штраф атаки нет тогда, когда нам нужно, поэтому чего-то здесь сверхъестественного ждать мы не будем. Просто выставляем цикл, чтобы после кульвиды ультовал маштур, далее, соответственно, Настя и потом уже Гуинавивр. Вот тут у нас как-то так. Шмотки, честно говоря, тут не очень. Маштур одел вот так. Артефакт рога, Настенка. Единственное, что здесь мне понравилось, это как получилось Гуинавивр одеть, потому что 90% шанс крита. Крит урона, конечно, мало, но тем не менее статы более-менее для первого дня вообще хорошие. Ну и кульвида в разломе, конечно же. Такая вот у нас кульвидка. Все, по этой команде, в принципе, думаю, все понятно. Ставим вот так, чтобы у нас, получается, персонажи попадали под боевой нашей Ацилии. То есть тут я две клетки блокирую. Эти персонажи никуда не денутся. И уже наши прыгуны прыгнут туда, куда надо. Вот посмотрим, быстренько запустим. Все, все стоят, все попадают. Единственное, что цикл мы один пропускаем, получается. И уже потом, все, пошла у нас Ацилия в бой. И никакие дебафы мы больше не получаем. Все, для первого дня пойдет. Дальше уже будем думать, скорее всего, вообще придется использовать здесь Натаниэля в дальнейшем. Также как вариант, если есть, допустим, и Сириэльс, то как и в прошлых сезонах, когда мы уже талант откроем ему, и он уже будет кидать у нас невосприимчивость, то будет уже попроще. Можно будет его здесь использовать. Сейчас пока что он здесь не зайдет. То по поводу Эстайон тоже пока непонятно, потому что нам здесь нужно именно чиститься. Эстайон нас не чистит, поэтому она здесь, наверное, зайдет фиговенько. Если только как-то циклы подбирать. Также обращаем внимание еще на этого персонажа, но в этом сезоне вряд ли получится, потому что
здесь нужна именно пятая пробуда ей, так как она чистит 3 ослабления. Без 5-го пробуждения она чистит всего лишь одно, чего нам недостаточно. Ну а так, кстати, как герой вообще замечательный. И она дает довольно-таки мощный на самом деле. Вот, но, блин, очень требовательное пробуждение. Именно к 5-му. Без пробуждения просто мы можем от нее ожидать мощные щиты и чистку одного ослабления. А так, ну, в принципе, Натаниэль, как обычно, будет нас немножко подчищать. Знаю, насколько его хватит, но будем что-то думать. Пока что вот как-то так. Так, Маштур у нас вот такой. Ацилия. Так, ну, в принципе, уже всех показывал. Все, по этой команде, думаю, все понятно. Следующее еще более интереснее, потому что если у себя на аккаунте без кукольника я использовал Лину, то тут ее нету. Что, опять-таки, пришлось сделать. Тут у нас, получается, нету разлома брони. Нам нужно счищать только штраф к атаке. Это плюс данного босса, что здесь всего лишь один дебаф. Да, куча всяких неприятных скиллов, но тем не менее. Кстати, под вот этот скилл тоже будет попадать усиление защиты от рейты. Так как нет кукольника и в принципе очень много ускорения нужно, пришлось ставить часы, ребят. Без часов вообще никак. Плюс рейта без таланта не хилит, поэтому, ну, в принципе, пофигу. От нее здесь требуется только штраф атаки. Иногда его все равно еще иногда подкидывают огок, поэтому, ну, более-менее нормально все. И главная ее задача — это просто кидать усиление защиты и счищать штраф к атаке. Тайминги здесь я сделал вот такие. Тут, понятное дело, цикл 20. Ну и какие-то старты выставлять тоже особо смысла нету, потому что мы съедем. И это доставляет нам очень много неудобств, потому что именно на этой голове нам нужно ультовать конкретно в яйца. Из-за того, что нет кукольника, это все фигово получается, и придется первый день уже как-то потерпеть и подождать, когда уже комплекты завтра нормально выбьем. Но пока что, ну, как-то вот так получается. Рейту по-любому ставим на 24,5. Получается, мы ловим штраф, счищаем и кидаем усиление защиты. Цикл 18. Все остальное я не могу контролировать, потому что, ну, просто нету нужных сетов пока что. Огаку тайминги даже не ставил, пусть он там ультует, когда надо. От него тут уже ничего не зависит. Хилит, да и хилит. Кстати, команда дожила до конца, между прочим. Терпентемис, тут бронька на просвет, с чем повезло. Ну и верха такие более-менее что-то как-то это получилось. Тут вообще фигня полная. Главное вкачать таланты. Вот посюда как минимум. И, соответственно, нашим ядовикам. Так, тут не хватило. Нужно будет тоже здесь талант вкачать. По-любому. Чтобы он хотя бы просто порезку брони давал. Видите, у кукольника верха есть, но ни брони, ни перчатки не упало. Вот такой вот лавкачок. Да, шмот в этой команде не очень. Поэтому как-то я особо не заморачивался за них. Упор сделал именно на неустрашимых. Поэтому, ну, как-то так. Одел во что вообще можно было. Донатный артефакт дал. Нормально, они в принципе здесь живут. На этом в принципе все. Ждем уже дальнейших выбиваний шмоток. Следите за обновлениями, за видосами. По возможности будем уже, как что-то будет меняться, выкладывать своевременно. На этом в принципе все. Всем спасибо, кто смотрел. Вступаем в телеграм-канал. Появился также дискорд канал. Все ссылочки в описании. До скорых встреч. Всем пока.